Вот, еще интересный вопрос. Добрый день, Леонид. Подскажите, пожалуйста, насколько сложно получить гражданство Аргентины? Что для этого нужно, с чего начинать и как закончить? Вот. Ну, как закончить, это понятно. Получишь гражданство, да и закончишь. А как его получить, я специально вот открыл страничку. Сейчас я ее покажу. Вот. Я уже приготовил ее. Obtener ciudadanía Argentina. Страничка это правительство. Видите, вот написано Argentina Go.ar. Правительство, аргентинское правительство. И вот тут есть именно раздел как получить гражданство Аргентины. Или вы должны с переводчиком это все хорошенько прочитать. Ну, мы сейчас быстренько прошлепнемся по нему. Или же, хай вам в гугле переводчик в помощь, можете попробовать перевести эту страницу. Ну, вот как на странице написано, я вам так по-быстренькому немножко расскажу. Вот здесь написано. Так, где моя? Ну да, вот моя мышка. Si sos extranjero, podés obtener nacionalidad argentina de dos maneras diferentes. Por opción y por naturalización. Значит, перевожу. Написано, если ты иностранец, можешь взять национальность аргентинскую только по двум направлениям. Por opción и por naturalización. И вот тут расписаны эти два направления. Por opción, что это такое? Вот, националидад por opción, то есть аргентинец по этому. Если ты являешься типа hijo o hija, то есть ты сын или дочь аргентинца. Вот. И naciste en exterior. Если аргентинец живет за рубежом, и у него за рубежом родился ребенок, он тоже может получить, вот это и есть вот это вот por opción. Он может получить гражданство Аргентины. Вот. Написано, вот тут, что твой, смотрите, реквизитос, это значит, что нужно для этого, документацион. Вот, ser hijo o hija de padre o madre argentino o nativo. Bueno. Значит, быть сыном или дочкой от родителей аргентинца, который живет за рубежом. Иметь больше, вот, si sos mayor de 18 años, так, если ты больше, чем 18 лет имеешь, то вам рекомендуется именно это сделать. Так. И, в общем, это один случай. И вас больше интересует, я так понимаю, что вы, наверное, у вас нету родителей аргентинец, натурализацион. Вот второй. Националидад под этому самому. Что тут написано? Я буду так. Что ты должен быть больше, чем 18 лет иметь. Tener dos años de resistencia. В общем, ты должен прожить в Аргентине. Ты должен прожить 2 года, вот. 2 года. Интеррумпида, то есть ты должен прожить 2 года непрерывно в Аргентине, не выезжая никуда, и быть легально в Аргентине, в стране ты должен находиться легально. И должен, вот, еще, потом ты должен предоставить свидетельство о своем рождении, легализированное con апостиль, да, и легализированное интернациональ, то есть интернациональная легализация. Фотокопию ДНИ, это документ аргентинского, и своего реального паспорта. Потому что когда ты должен жить здесь, в Аргентине 2 года, не выезжая, ты будешь иметь, легально, если ты будешь жить, ты будешь иметь ДНИ аргентинское только для иностранцев. То есть оно будет временное у тебя продлеваться. Теперь, сертификado de antecedentes. То есть ты должен предоставить сертификат о том, что у тебя нет никаких судимостей, что ты нигде не привлекался и за тобой ничего такого не числится. В общем, что ты не бандит. Сертификado de domicilio. Сертификат, который выдает районная полиция, что ты живешь именно в этом доме. То есть ты вот, я живу в этом доме, у нас есть районная комиссария. Я должен пойти туда и сказать, я хочу, чтобы мне выдали сертификат, что я живу в этом доме. Это у нас как прописка, скажем так. Вот.
Что для этого делается? Они с тебя берут денежку там небольшую, и заполняют твои данные, и все, ты уходишь. А на следующий день приходит полицейский или полицейская и приносит вот эту бумажку тебе. Но она как приходит? Она на твой адрес, который ты указал, что ты там живешь, и спрашивает там, допустим, звонит в дверь, и ты выходишь, значит, ты тут живешь. А если не ты вышел, а кто-то другой, значит, ты здесь не живешь, и ты никакой сертификата не получишь. Также может спросить у жильцов дома, живешь ты или нет здесь. Это не значит, что ты просто пошел в полицию и сказал, что я там живу, и тебе просто так и дали на руки. Нет, тебе принесет полицейский, который сначала на тот адрес, что ты указал, и проверит, живешь там или нет. И теперь вот дальше. Justificación de medio de vida. Contrato de trabajo, certificado de trabajo actual o recibo de sueldo. То есть, еще ты должен предоставить суде бумажку, с чего ты живешь. Или у тебя есть контракт на работу, или у тебя сертификат, что ты работаешь, или у тебя есть recibo de sueldo, то есть бумажки о твоей зарплате. То есть, что ты не бродяга, что ты не ходишь по улицам и не попрошайничаешь, что ты где-то легально работаешь, и вот эту легальную бумажку о своей зарплате ты должен предоставить для получения этого самого. Да? Судье, который будет решать вопрос вашего гражданства. И вот последний пункт. Si hay hijos argentinos, acompañan con fotocopia de partida de nacimiento. Вот. Или если у вас родились дети, и если они родились в Аргентине, значит они дети уже аргентинцы автоматом становятся, и вы должны предоставить вот фотокопию их свидетельства о рождении этом самом. И тогда вот поэтому можете получить. То есть это есть еще дополнительные случаи. Но основное это то, что вот написано здесь. Это официальная страница правительства, которая указывает, что именно это надо. И вот смотрите, в рамке написано tener en cuenta, то есть иметь в виду. Para solicitar ciudadanía argentina no es necesario contar con un abogado ni gestor. Значит, для того, чтобы делать гражданство аргентинское, вам не надо никакие адвокаты. Тут написано прямо рамочкой обведено. То есть это трамите персональ. То есть это вещь, которую каждый должен делать сам. Не надо, не думайте, что вы найдете какого-то адвоката, и он вам сделает. Во-первых, он вас просто будет обдирать, а во-вторых, вас все равно пригласят самих. И все. Вот это все, что нужно для того, чтобы получить гражданство. Но, как всегда говорят, есть варианты. Есть варианты, допустим, там, ты вышел замуж, ты женился на аргентинке, по аргентинцу этому ты получаешь свое гражданство, если это будет доказано, что это не липовый брак и все такое. То есть у вас родился ребенок, аргентинец, по ребенку аргентинцу вы получаете гражданство. То есть второй вариант, это пока получить гражданство по кому-нибудь из аргентинцев. Пусть это будет муж, пусть это будет жена, пусть это будет ваш ребенок, но кто-то должен быть аргентинец. А нет, то только вот так, как написано, и все. То есть, если у вас есть контракт на работу, да, это тоже. Тут же я говорил про контракт на работу. Это значит то, что вы можете предоставить справку, за счет чего вы живете, и почему вы 2 года находитесь легально в стране, потому что вы по контракту на работу. То есть это уже, как говорят, мелочи, которые мы обсуждаем. Но в принципе это то, что надо для того, чтобы получить гражданство Аргентины. Смотрите. Хотите? Как это найти? Вот так. Аргентина Gov.ar. Вот все написано. Это типа правительство. Gobierno. Gobierno по-испански это правительство Аргентины. Вот. Obtener la ciudadanía argentina. Пишите, заходите вот сюда, и вот все вам указано, как вы можете пойти и получить свое гражданство. Других вариантов все равно нет. Другие варианты это все лапша на уши от всяких умников, которые расскажут, как они вам там разведут, и расскажут, и помогут за ваши деньги. Знаете, за ваши деньги, как говорят, мы все любим что-нибудь вам рассказать. Так что вот, это я вам показал. Теперь я буду читать комментарии, посмотрю, на что смогу вам поотвечать. Я думаю, на что-то смогу, и что вообще тут народ интересует. Так что я вот так чуть-чуть переключусь сюда на комментарии, чтобы посмотреть.